Привет-привет, с вами Алена, и это та самая третья часть продолжения пальчика после аварии. И тут у нас есть еще один бонус, это указательный пальчик на второй руке, который вот так вот, к сожалению, грустненько свисает. Это та же самая девушка, и чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию, я сразу хочу сказать. Дело в том, что она живет не в моем городе. Она живет на два города, и в связи с сложившейся ситуацией в мире она просто не имела возможности приехать вовремя. Вот, кстати, тот самый средний пальчик, который я сейчас буду вам также показывать, это его состояние до. Дальше это промежуточное состояние, когда у нее пальчик отрастал, она мне скидывала фотки, потому что была в другом городе. Вот снова пальчик до. Это уже промежуточные этапы зачистки из второй части видео. И вот сейчас я буду снимать этот самый средний палец, и забегая вперед, я скажу, что он абсолютно полностью отрос, и это уже ее натуральный ноготь, она делала ногти в другом месте, в другом городе, потому что, еще раз повторюсь, не имела возможности приехать к нам в Казань. И с этим пальцем все абсолютно хорошо, то есть он вырос, ничего с ним не произошло, он абсолютно ровненький, весь анихолизис на нем прошел, он прирос, все классно, за исключением одного момента. У нее все ногти вверх растущие, а этот пальчик теперь подклевывает. Вот так получилось, что травмой она изменила направление роста самого ногтя. Но самое главное, что он есть, и в принципе ей это никак не мешает, он ее не напрягает, она совершенно спокойно ходит с таким ноготком. Опять-таки напоминаю, как это все выглядело в промежуточном состоянии, наши вот эти вот зачистки. Смотрим фотографию и возвращаемся дальше к работе уже с нашим новым инвалидом. Это уже вторая рука правая у нас получается. Указательный пальчик. Он просто там висит на чем-то, он там висит на каком-то кусочке. Естественно, первое, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь его поддеть и понимаю, что ничего у меня с этим делом не выходит, потому что зацеплено где-то там внутри. Сломала она его достаточно давно, и вот берегла несколько дней, сберегла, слава богу, до меня. Хотя, на самом деле, мне кажется, даже если бы он у нее оторвался, уже ничего бы не поменялось, потому что там все уже оторвано как надо, уже очень хорошо, до мяса, это мы сейчас посмотрим. Я, как всегда, придерживаю верхнюю часть, прохожусь фрезой. Мы будем сейчас убирать свободный край, тоже работаю осторожно, как и всегда, потому что ноготь достаточно подвижный, и ей это доставляет очень сильный дискомфорт. Неприятно, знаете ли, когда у вас на мяске что-то там висит. Продолжаем убирать, а я также хочу сказать всем, кто так сильно негодовал по причине того, что я разделила это все аж на целых 3 части и устроила премьеры. Дело в том, что в данном случае я ориентировалась на публику в YouTube, и это те люди, которые на меня, допустим, не подписаны в Instagram и не видели этого до этого. Масла масляного, мы его не видели, видео в первый раз, и я решила, что я бы хотела показать все ее посещения, а так получилось, что она была у меня ровно 3 раза. Опять-таки по причине того, что живем мы просто в разных городах. Вот тут мы, кстати, уже пальчик убрали и понимаем, что все равно у нас ничего не получается, он все еще висит там на мяске, а там уже прям рядом неприятное ощущение. Так вот, возвращаясь к нашей истории, мы разделили на 3 части, потому что это был ее первый приход, далее второй, и вот сейчас у нее третий приход, когда ноготь абсолютно полностью восстановился. И, честно говоря, я не могу понять, почему некоторые написали такие комментарии, что вот, зачем делать премьеру, а другие блогеры то, а другие блогеры это. Я не другие блогеры, и мне очень нравится вообще возможность сделать премьеру, мне интересно зайти посмотреть, сколько человек меня смотрит, что они пишут, возможно, пообщаться с вами в чате в режиме реального времени. Почему бы и нет? Это мой стиль ведения канала, и я, конечно, очень стараюсь всем угодить, дать полезную информацию, но также прошу уважать и мое мнение, и также остальных подписчиков, которые, например, с этой ситуацией не знакомы были вообще с тем, что тут происходило. И да, я выдернула видео с Инстаграма только для того, чтобы запустить полноценную историю именно на Ютубе. И, возможно, я еще не привыкла к длинным таким видео, потому что в Инсте и в ТикТоке все достаточно коротко. Здесь же нужно снимать длиннее. Я стараюсь не делать ускорения и даже стараюсь говорить медленнее, потому что я привыкла тараторить, ибо в минуту или в 3 минуты в Инстаграм и в ТикТоке попробую уложить хоть что-то сказать.
Ну ладно, я надеюсь, что я донесла информацию. В общем, я это делала не из каких-то там плохих побуждений, а исключительно из самых лучших соображений. Хотела поделить на 3 части. Это 3 посещения. И почему бы не сделать 3 истории, потому что, ну, как бы пришел человек после перелома, но там реально была жесткая жесть. И надо отдать ей должное, как бы у девочки было достаточно мужества, чтобы столько времени проходить без ногтя, а восстановление реально заняло несколько месяцев. Я, правда, сейчас не вспомню уже сколько, и не смогу правильно это сосчитать, потому что, опять-таки, она пришла уже с отросшим ногтем, но самое главное, что он жив-здоров. Вот, поэтому, девочки, респект, а мы возвращаемся к нашему новому герою, который был травмирован в неравном бою то ли с дверью, то ли еще с чем-то. Ну, в общем, достаточно стандартная бытовая ситуация, когда из-за длины, из-за отросших ногтей уже апекс у нас сместился, стрессовая зона не укреплена, и при втыкании в кнопку унитаза или ремня безопасности происходит вот такая вот неприятная штука. Ну что тут поделаешь, надо срезать и наращивать этот ноготь. И я сейчас зачищаю пальчик, и видно состояние кожи. Опять-таки повторюсь, я уже говорила в предыдущих видео, но у нее экзема. И поэтому кожа и кутикула в таком, ну, не самом хорошем состоянии. Но это аллергические реакции, это уже не ко мне, это к аллергологу, к дерматологу, это другие специалисты. Я же отвечаю за эстетику и немножко помогаю с проблемами. И, кстати говоря, вот здесь вот внимание, если есть заусенец, пожалуйста, не ленитесь, отрежьте, не делайте, как я. Видите, что получилось? То есть я его оторвала, зацепила фрезой, и он порвался. Поэтому заусенчик лучше отрезать на том этапе, когда вы его обнаружили, а не так, как Алена делает. Но, тем не менее, все это поправимо, хотя немного неприятно. Но ничего, мы доработаем. И еще обращаю ваше внимание на то, что кутикула очень-очень сложная. С ней реально тяжело работать. То есть режешь осторожно, лучше не дорезать, потому что чуть глубже возьмешь, все, будет кровища. Это вот экземная кожа, она такая в работе, очень проблемная. Но я в любом случае справлюсь, и наша основная задача сейчас будет восстановить сам ноготь, да, потому что мы не хотим прощаться с длиной. Я также говорила, что она очень любит длинные красивые ногти, поэтому мы сейчас будем делать наращивание. Наращивание будем делать на мультиформы, на вот эти вот волосики. Сразу хочу сказать, что это не то китайское наращивание, которое все называют стекловолокном. Это совершенно другой продукт, он гипоаллергенный, это эко и веган формула, хотя многие мне написали, как так вообще может быть материал веган. Ну вот так вот, когда там не использовалось ничего животного происхождения, еще не тестировалось на животных, что немаловажно для меня. Для меня это вообще ценно. Вот, тем временем я заканчиваю уже сам маникюр, доравниваю, достригаю последние заусенчики, и сейчас будем делать наращивание на мультиформы. Значит, почему не шаблон? Потому что здесь ноготочек мяса, и подставить форму было бы достаточно проблемным, поэтому мы подготовили пластину, обезжирили и наносим мультискотч тонким слоем, кисточкой я наношу, везде прокрашиваю и отправляю полимеризоваться в лампу. Дальше нам нужно будет разложить наши нити и раскатать их для того, чтобы они приняли плоскую форму, такую же, как свободный край ногтя. Далее берем мультикристалл, это прозрачный гель, на котором, собственно говоря, все вот эти вот ногти и держатся, и устанавливаем наше волокно, уже которое я успела раскатать. Помогать я себе буду апельсиновой палочкой. Очень осторожно, вот так вот бочком палочки я сначала прилепляю волосики. Если останутся какие-то лишние, можно их просто подвинуть в сторону, если вы понимаете, что они вам там мешают или не нужны. И самое главное, вот в такой технике наращивания ногтей, это распределить нити таким образом, чтобы они встали в параллель с точками в рост, чтобы они их продолжали. То есть при выкладке дальше геля, чтобы не было никаких зазоров. Сейчас я сравниваю с натуральным ногтем свободный край и буду убирать лишнее волокно. Отрезаю в этот раз кусачками для кутикулы старыми. Что-то мне, по-моему, им больше нравится резать, хотя можно и ножницами. Но у меня все-таки кусачки это фавориты в большинстве своем. И даже старые кусачки на меня работают так или иначе. Можно подобрать сразу уголки при желании, чтобы потом много не пилить. То есть создать приблизительную форму, такую, которая вам нужна. И дальше мы выкладываем гель, выкладываем такую вот колбаску или червячка. И совершенно спокойно носиком распределяем. Это очень удобно, быстро и просто.
То есть никаких кистей, как используют в технике стекловолокна. Здесь этого ничего нет. Здесь авторская техника наращивания. Конечно же, я не имею права показывать ее целиком и полностью, потому что я являюсь официальным инструктором и также подписала документы, по которым эта техника не моя интеллектуальная собственность. Вот, поэтому, если кому-то интересно, пишите, я скажу, где эти курсы можно пройти. И у меня в Казани, и по Татарстану тоже я инструктор, и также могу отправить по другим городам, сказать, кто является инструкторами этой техники. Она скоростная, быстрая и простая. И, конечно же, в этот раз я показала вам то, что упустила в тот раз, то, что мы изнутри тоже промазываем гелем. Потому что многие говорили, что вот, а там же нити будут цепляться. Нет, конечно же, изнутри тоже промазываем, и топом потом не нужно. Но если только вы не хотите нанести какой-нибудь блестящий, например, топ. Такой вариант тоже возможен. Дальше я взяла твердосплавную фрезу, слегка подровняла стык, доработала пилочкой точки вроста, обязательно проверяем, но не упиливаем их, а именно проверяем. Здесь самое главное помнить, что окончательную форму ноготок у нас приобретет уже после того, как мы сделаем выкладку геля на него. Вот сейчас я опиливаю свободный край, нам нужно убедиться, что по длине у нас там все это дело сошлось, что все подходит. И также обратите внимание, что ноготь на данном этапе еще не дозажат. Я поджимала подложку, но поджимать буду еще и сам гель. Поэтому он немножко такой раскрытый и выглядит шире, чем другие ногти. Это нормально, так и должно быть. Именно в этом месте часто мастера совершают ошибку, пытаясь его заузить и перепиливают точки вроста. Мы сравниваем по длине, подбираем форму, кончик свободного края подобрали. Обязательно пылюшку всю стряхнули, обезжиривали. И теперь выкладываем гель. Но здесь я взяла гель уже не от Мультиформ, а другой гель. Это фирма самарская. Ссылочку могу прикрепить, если кому-то нужно. Она называется Леди Лика. У меня также есть в Инстаграм обзорчик на эти гели. И здесь, по-моему, тоже... Да, здесь у меня тоже есть такой обзор. Гель очень прикольный, мне понравился, он такой полупрозрачный, они цветные, и плюс там всякие разные блесточки. Я и себе в этот раз сделала такой же рыженький. Разравнивается вполне себе прилично, я думала, будет хуже из-за этих кусочков, но они как-то там так равномерно тонут, и вроде бы все хорошо ложится. Ну и дальше, соответственно, мы просто переворачиваем ноготочек, и вот так он выглядит наш готовый вариант. Я его слегка подзажала и сейчас наношу масло, потому что просто вот состояние кожи не дает мне возможности нормально показать вам, как же этот ноготь выглядит. Вот сейчас мы его втираем, и он будет выглядеть более-менее адекватно. К сожалению, опять-таки, такие проблемы, они не в моей компетенции. Я могу только нанести маслице или что-нибудь другое увлажняющее. Но вот такой ноготочек у нас получился. И главное, что он теперь совсем не болит. Вот так он выглядит изнутри. И да, изнутри также есть старые ошметочки отвалившегося ногтя, но это пройдет, оно случится, и все будет в порядке. Ну и наши остальные ноготули. Мы сделали однотон. Просто спокойный, красивый маникюрчик. И вот тот самый товарищ, который был до этого травмирован, тоже в абсолютном порядке. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Алена. Пока-пока.